Прежде чем мы перейдем к Кате, when the patient, just like in the OK Corral in America with Wyatt Earp, in America there's a famous gun shootout called the OK Corral. кто понял? Who's heard of Wyatt Earp? Wyatt Earp. She obviously doesn't like westerns. Она говорит, вестерны точно не любит, точно. Я не то, чтобы их не люблю, я просто не смотрю. Подскажите мне, что это такое? Известный стрелок, OK Corral, как я понял. Ну хорошо. And they went into the confrontation with all the tools they needed. They went into the confrontation. Just do it. Простите, я выслушаю все, ладно, и тогда пойму смысл и расскажу. Сейчас я буду нести какую-нибудь чушь, вам вряд ли понравится. So when we confront our patients, we have to do the same thing. В общем, речь идет о том, что там в каком-то, приводит пример из какого-то вестерна. That means То есть, когда ты сталкиваешься, и там возникла ситуация конфронтации, и в этой конфронтации старое, так сказать, оружие уже было негодно. Вот когда ты работаешь с пациентом, надо всегда чувствовать себя в состоянии такой же конфронтации. Если что-то из прежнего не работает, надо как минимум себе в этом признаться. so that means be prepared. То есть, будьте готовы. So being an applied kinesiologist and a physical doctor, То есть, будучи врачом в рамках физической медицины, будучи прикладным кинезиологом, I have my two hands. знаете, что есть две руки, I have the muscle test. есть мышечный тест, I have my vibrators. есть вибраторы, I have the magnet есть магнит and my brain. и мозг. So we're going to use all of these in combination. И использовать это надо все в сочетании. So let's ask Katya to come up. Катюш, идите сюда, пожалуйста. Пожалуйста. And she's walking better. Лучше идет. Yay. Not bad. Неплохо. Совсем неплохо. So what do we do? Мы что будем делать? First Ретест. test. С первого теста начнем. Садитесь, пожалуйста. So stretch. Растягиваем. Very strong stretch. Очень сильно растягиваем. Sabritivetus. Cross fingers, hope to die. Sabritivetus. Держим кулачки. Yay. I'm happy. Я доволен. Now Anna, we treated immediately. Значит, Анну мы лечили сразу, And Katya, we let her а Катю оставили на потом в прошлый раз, to see what happened. чтобы посмотреть, как пойдут дела. Sabritivetus. It's still there. Реакция по-прежнему есть. So now we need to Теперь надо что? take the next step. Сделать следующий шаг. On her back. На спину, пожалуйста, We ложитесь. want to see how much she is reacting. Надо посмотреть, насколько выражена реакция. So, this was normal. Здесь было нормально, This was weak, а здесь была if слабость, I remember. если я правильно помню. This is now stronger. Сейчас сильнее эта мышца. It was the iliacus, right? Илиакус, да? Ускорс. Left iliopsoas. Okay, that's what, and now it's strong. That's good. We'll see if it's reactive. Посмотрим, реактивно или How do we нет. do that? Как? South. South pole, Южный полюс. iliacus, normal. Нормальная. Psoas, normal. И та, и другая I'm нормальная. happy. Both sides. И я уже доволен. So something is happening automatically. То есть что-то происходит автоматически. What did we do here? Что мы тут делали? Vibrated. Вибрацию. Вдох. Вдох. Many things are happening. We'll do this later on. Многое происходит. Видите, давайте к этому мы еще вернемся. We're going to see how she reacts. Посмотрим, как будет реакция. That's much better. Намного лучше. Before we started the drops, you Раньше она до капель прям сразу приходила в состояние настороженности, так что уже хорошо. but she still has a curve, Но искривление все равно есть. and in that curve, she knows that this is abnormal. И тело знает, что это искривление не годится. So we're going to do another test. Выполню еще тест. Vibration over the heart, Вибрации в области сердца. testing the heart muscle. Тестируем мышцу сердца. Breathe in, Вдох. hold, Держите. heart muscle, weak. Мышца сердца слабая. We did this last time.
В прошлый раз мы это делали. Вдох. Heart pericardium, okay? Сердце перикард Reaction to vibration. на вибрацию реагирует. High hertz. Высокая частота. Вдох. Whoosh. Nothing, Ничего. okay? High hertz. Высокая частота вибрации. Вдох. Normal. Нормальная. Before it was positive, Прежде реакция была положительная. Оскарус, верно? which for Vegas, and we don't have that. Сейчас этой реакции нет. That's, And the phrenic on the opposite side. I remember. Да, помню. But thank you for helping Но me. спасибо, что помогаете. So, Phrenicus still active. Диафрагмальный по-прежнему активен. Remember from yesterday our practical. Помните вчерашнюю практику? So Vegas automatically better. Значит, возбуждающим нервом автоматически ситуация стала налаживаться. Pelvis automatically starting to change. То есть начинает сам собой уже меняться. Costal diaphragm on the left, Реберная часть диафрагмы, but we still have pericardial tension. но перикардиальное напряжение никуда не We делось. do have phrenic nerve irritation И есть on, раздражение диафрагмального нерва слева. and we still have the compression. И по-прежнему компрессия. So we'll sit her up Сядьте, пожалуйста. and perform jugular compression Выполним еремную компрессию bilaterally, с двух as сторон, I can do it. потому что руки хватает. Left SCM is more tense. Левая мышца более напряженная. Subjectivitis. Gone. Прошло. Last time it was В positive, прошлый раз реакция была положительная. immediately following the drops. Now we bend her, Наклоняемся, bend her to this side. Twist her. скручиваемся. Ew. Twist the other В way. другую сторону. Ew. Both twists. Twist to the right. Body. Ротация вправо, The other right. другое вправо. Thank you. Спасибо. Compression on the right side. Компрессия справа. Twist to the right. Вправо же, Compression on the left вправо же side. ротация, но компрессия слева. Positive. Положительная. Twist to the left. Скручиваемся влево. Compression on the left. Компрессия слева. Compression on the right. Компрессия справа. That's not good. Нехорошо. Because no matter which twist she does, she creates a tension. Потому что возникает напряжение, независимо от того, какая ротация выполняется. So, twist to the left, Скрутились влево, right side. Right? правая сторона. So what should happen here? Что должно произойти здесь? Weakness. Supra. Weak. Слабая. Left. Левую посмотрим. Сильная. Turn to the right. Повернулись вправо. Left. Левая мышца. Weaken. Слабая. Right. Правая. Normal. Нормальная. So she gets both sides. То есть с обеих сторон вот так. We want to fix that. Нам надо это устранить, верно? So what do we do now? Что теперь делать? Breathing. You can do that. However, Можно добавить дыхание, но тем не менее, most likely it's going to be negative. скорее всего, реакция будет отрицательной. Left side compression, right rotation. Левая компрессия, правая ротация. No. Выдох. На вдохе ничего, на выдохе Strength. усиление. What does that mean? Что это значит? Maybe. Может да, может нет. Turn. Push. Weak. Okay. Confirms. Вдох. Подтвердили. Push. Uh-oh. So it says no. What about out breath? Oh yes, out breath. Ну да, выдох. Sorry. Извините. Push. No. Нет. So why did he, what? 99% of the time, В 99% случаев jugular compression is eliminated by еремная компрессия устраняется вдохом, not vidok. не выдохом. Why did I try vidok? Почему я выдох стал пробовать? Remember Зачем? remember I said we bring our brain into the office too?
Помните, я сказала, что в кабинет, когда идешь работать с пациентами, надо еще и мозги прихватывать с собой. Think back what we did. Вспоминайте, что мы делали. Think back what we did under just a minute ago. Что мы минуту назад делали? Why did I try vdох? Почему я выдох пробовал? Heart. Pericardium, yes. Перикард. Breathing out, no pull on the central diaphragm. Выдох и центральное сухожилие диафрагмы не тянет. Relaxes the pull on the pericardium. Соответственно, расслабляется тяга на перикард. Breathing in, Вдох, pulls on it. So that's напряжение усиливается. my diagnostic То hypothesis. есть это диагностическая гипотеза. How do we check that? Как ее проверить? Тел? Конечно. See, you're Тел. getting there. It's very simple. Видите, как просто. Постепенно у вас начинает укладываться в голове So процедура, we're верно? going to place this with her Катюш, hand держите. here. And I have now the free hand. У меня свободная рука. Rotate left, Повернулись влево. compress right. Компрессия справа. Holy shit. That is so cool. I like this stuff. Слушайте, как клево, как мне интересно. Turn, Повернитесь. turn. Who is good at palpation? У кого пальпация хорошая, идите сюда. Okay. Maybe we can have 1, 2, or 3. Ну, двое, трое, кто-нибудь, идите. Maybe a girl. Может быть, девочка третья будет. Boys are dumb, girls are... Okay. Он говорит, мужики тупые. Feel left and right sternocleidomastoid muscles. Попальпируйте левую и правую грудно-ключично-сосцевидные мышцы. Which one's more tense? Какая более напряженная? The left. Левая. Okay. Left. Тоже левая, согласны или нет? Да. Oh, you're too Right. forward. Do it again Еще раз. with one hand. Одной рукой. The right one. Do it again. Еще раз. Everybody else says left. Двое сказали левая. It's Left. left. Do it again. Use your left hand. Левой рукой. Левой рукой попальпируйте. And here, Вот здесь. up there. Вот тут. Okay. Now you feel? Okay. Почувствовали или просто Left side. согласились? Нет, почувствовал. Felt it. Now you feel it. Okay. Put this here. Держите магнит. Turn right and left. Поверните вправо, влево. Now touch it. Теперь пальпируйте. It's funny, isn't it? Смешно, правда? It's like amazing. Чудо какой-то. This is. It just relaxed the left side, didn't it? Левая сторона расслабилась. Раз и And все. it's fantastic. And this is just TL. Смотрите, всего лишь терапевтическая локализация. TL with the fingers. Пальцами сделайте этот контакт. Turn right and left. Поверните вправо, влево. It may do it, but less. Может тоже даст такой же эффект, только в меньшей степени. Tight. Yes. Still tight. Tight. Все равно напряжение есть, да? More tight on the left. Все равно Why? напряженнее. Почему? Why, if TL works, doesn't it work now as well? Почему не так хорошо сработала теперь терапевтическая локализация? The depth is not enough. Верно, проникновение не такое глубокое. Okay. Take away. Убираем руку, Turn. поворачивайтесь. Okay. No, eye touch. Still tense. Все равно напряженный, верно? But still less but tense, То right? есть менее напряженный, но все равно напряженное. Still a little bit tense. Все равно Watch it напряжение hold. еще есть. Почему так? This has more depth. Why still tense? Because your hand is there. My hand is. She doesn't like my hand. Вы хотите сказать, что прикосновение моей руки неприятно? There was no twist. No. Why does her hand not make the same as the magnet? Почему ее рука не давала того же эффекта, что магнит? Depth. Okay. The magnet is deeper, but why doesn't it do that either? Магнит глубже, но почему он сейчас ничего не дает? Because the therapeutic effect. There's no therapeutic effect. Because there's double TL. It's because she puts her hand, yes, on the magnet. So when the patient does their hand on the magnet,
it increases it much more and becomes more significant. То есть, когда пациент кладет руку на магнит, эффект усиливается. Мозг говорит, по рукам показывает мозг. Yeah, because the hand and the Рукам brain так, мозг, talk to each куда надо other. двигаться. Very, very good. Совершенно верно. Мозг с рукой разговаривает, и эффект усиливается. That's exactly what the idea is. The hand. Абсолютно точно высказанная идея. Okay? То есть, когда пациент сам держит магнит, происходит усиление эффекта. That's because when we do therapy, we want the patient to TL to the area with their hand, and it makes it more strong. Вот поэтому, кажется, в лечении мы предпочитаем терапевтическую локализацию с участием руки пациента, потому что эффект получается более ярким. We compress, rotating. I'm doing both together. Я сразу обе стороны компрессирую. Nothing. Ничего. So the next step Следующий этап. is to do that. Okay. Спасибо. So we can play with this, but we don't have time. So Можно, I'm not конечно, going со всем to do этим this. поиграть, но не хочется на это тратить время. We would see if she turns in one direction, pelvic muscles would go То есть out. можно было посмотреть мышцы таза при поворотах вправо-влево, That's not но our time right now. у нас просто нет на это времени. Okay, on your back. На спину, пожалуйста. How many people understand acupuncture? Кто разбирается в акупунктуре? How many people know where the acupuncture meridians go? Кто знает, где проходят меридианы? At least they're Тимур Владимирович. Ну хотя бы ход меридианов представляете? Just very general idea. okay. That's enough. Ну и достаточно. Just to get just a second, so that we have an idea in our head. I'll just do something. You do that. Yes, Absolutely. yes, No doubts yes. at all. Only when you talk to me. Fine. Agreed. Я с самого начала спрашивала, вы уверены, что вам надо это искать? Он говорит, да, уверен, им это понадобится. Теперь, когда не нашел, говорит, ненавижу, когда ты права. Okay. So, what do you do with the pericardium? Что делать с перикардом? How many of you know Baral's work and stuff? Ну, кто учился у Жан-Пьера Бараля, должен знать, что, как работать с перикардом. You can work on it that way. То есть можно работать, как он работает. As Кто не знает, Oscar, кто такой Бараль, знаменитый французский остеопат, фактически собравший воедино висцеральную остеопатию. as Oscar is showing, I showed something years ago, Ну вот Оскар сейчас подсказывает мне, что я показывала много лет тому назад. somewhat based on Baral and other, То есть это тоже отчасти основано на работах Жан-Пьера where you Бараля. do a release. То есть такой рекольный релиз перикарда. It's much easier. It's Нам incredible. вообще все просто и So we want to use markers, parameters, удивительно просто. Во-первых, нам обязательно нужны маркеры в работе. on yours. Remember? So breathe out, vidok. Look at her face. Смотрим на лицо. I'm rubbing the xiphoid. То есть потираю зону печевидного отростка. Breathe in Вдох, and do it carefully. только очень осторожно, без фанатизма. Oh, face doesn't like it. Увидели, насколько изменилось That выражение means there's лица? tension, just like with yours. То есть есть напряжение, скорее всего, как у Михаила. How do you fix this? Как лечить? Very simply. Совсем просто. Patient holds. Пациент держит, You create weakness. создаем слабость. Okay, weakness. Сопротивляйтесь. TLB and E point. Терапевтическая локализация начальных конечных точек меридианов. Сопротивляйтесь. 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 Nothing. Ничего. Yang points, nothing. Yin points. Присмотрим точки инь и ян. K27. К27, K27. К27. Pericardium. Heart. Перикард, сердце, Liver. печень. I know which one it's probably going to be, but I'm taking that last. Я напоследок оставил то, что мне кажется будет вероятнее всего. Lung. Легкое, Lung. легкое, Lung on the right. легкое справа, Lung on the left.
Легкое слева. takes away the reaction. Устраняет реакцию. Now follow the meridian. Теперь пойдем по ходу меридиана. So lung meridian Меридиан легкого. goes up this way. Okay. Вот таким образом проходит. So we do it again, Давайте еще раз. and I use my fingers. Я пальцами. Right there. Вот здесь. It's right lateral. Вот здесь, латерально. The sedation point, you know, is lung 5 here. Седативная точка, точка меридиана легкого. And what we have is a reaction of about 3 А мы centimeters. получили реакцию на расстоянии примерно 3 сантиметров. This will simply correct it, and you don't have to do all of the То есть maneuvers. можно использовать очень простую коррекцию и без необходимости проводить все остальные мануальные процедуры. So I'm going to stay here so Sasha doesn't get upset about my butt picture. Ну а теперь просто, чтобы Александр Юрьевич не гневался, буду стоять с этой стороны I'm кушетки. thinking of you. Видите, я думаю о вас. So I'm going to massage this area deeply. The area of the positive reaction or what? Pardon? The area of positive reaction. Yes. Делаю глубокий массаж зоны положительной реакции. And her face says it's okay. Лицо не выражает никакого неудовольствия. Вдох. Not too bad. Не очень плохо. And I'm going to place the magnet Кладем магнит. a little bit of pain. Чуть больно. Going to place her hand Кладем руку Кати. a little bit of pain. Тоже больно. I'm going to place the magnet А and магнит her hand. рукой. A lot of pain. Очень больно. That's the same thing we saw Видите, то before. же самое, что мы и наблюдали с вами раньше. This is not 5 seconds. It can be up to 30 or 40 seconds. Но тут уже может лечение длиться и 30, и 40 секунд. Все хорошо, все. Television gone. All good. So you have to do this carefully because the То есть patient здесь лечение чуть более длительное, оно может быть и 30, и 40 секунд, не 5 секунд, поэтому Yes. надо аккуратно, чтобы не истязать пациента. she's going to experience discomfort, Катюш, будет дискомфорт, потерпите. and I have to massage the entire area. И всю область надо промассировать. So I'll go past the area. Watch what happens. Смотрите, вот ушел с зоны положительной реакции, и никакой боли не... Move closer to the area. Чем ближе, Some pain. тем Move яснее inferior. появляется боль. Снизу тоже ничего. It's only in the area То есть that вот had она, только positive. та зона, которая дала положительную реакцию, она вызывает болевые ощущения. And you rub, Потираем. and you rub, and you rub, and you rub. And she's thinking. You can see from her lips. She's thinking. И она думает, там что-то даже губами перебирает. Сказать, видно, что-то хочет. Goodhart used to say, "You don't have to like your patients, but you have to love them." Гудхард в свое время говорил, не обязательно, чтобы ваши пациенты вам нравились, но любить их вы обязаны. Now, if you don't like and you don't love your patients, then you can use more pressure. And make Ну, а вот them- если вы их и не любите, они вам не нравятся, тогда можете давление усилить. So you have to rub the entire area, То есть потираете всю область положительной реакции. and now she's starting to relax, and I'm feeling. Вот this Катя начала begin to расслабляться, и я чувствую, что под пальцем состояние ткани тоже изменилось. relax. There we go. Вот и все. She's more happy with the massage now. Вот теперь Катюша намного легче принимает массажные движения. So we can reassess our treatment. Наберите немножко терпения. So what was our Не сразу озвучивайте. what was our diagnostic input? Итак, какой у нас был диагностический вход? Vibration, Вибрация. inspiration, Вдох. testing subscap. Тестируем подлопаточную. Inspiration. Вдох. Okay. And what I'm doing is I'm moving the vibratory И что я stimulus делаю? Я вибрационный стимул перемещаю. from the xiphoid inspiration Значит, вдох, мечевидный отросток. higher up on the Вдох sternum. повыше. Inspiration, Снова вдох, еще повыше. and there's one right here. Вот тут одна зона положительной реакции еще осталась. The main attachment is to the central tendon, but remember we have
lateral, posterior, and anterior attachments. То есть помните, что прикрепление ведь не точечные перикарды, поэтому надо смотреть разные зоны. She has a left side attachment, left lateral. Left lateral, Left, yes. positive. Yes. Значит, выше и левее есть еще зона положительной реакции со стороны прикреплений. Breathe in, Вдох, hold. не дышим. Right subscap doesn't weaken. Правая подлопаточная не ослабла. Breathe in, Вдох, evaluate left. слева смотрим мышцу. The left one weakens. Слабая. So you have to test both sides. Значит, видите, надо тестировать обе стороны. So at the area of possible restriction, we do the same thing. Делаем то же самое на зоне положительной реакции, то есть на зоне возможной рестрикции. Выдох. На выдохе. Вдох. Вдох. Look for the greatest pain. То есть найдите Right there. зону максимальной боли. So that's your TL. So right hand, left SCM, left subscap. Левая подлопаточная. Breathe in, вдох. Long nothing, Легкая ничего. long on right. Справа ничего. Circulation sex, right? Нельзя Pericardium. перикарда. Breathe in. On this side. Same Слева. side. На одноименной стороне. So our treatment point is going to be somewhere on that meridian. Где-то по ходу меридиана будет точка для лечения. Goes up the inside of the arm. Вот здесь, по внутренней поверхности руки. So from my experience, it's usually in here. По опыту могу сказать, что где-то So вот I'm going здесь. to TL with my fingers. 4. Делаю пальцами, 4 пальцами терапевтическую локализацию. Вдох. Сопротивляйтесь. Weakness. Слабость. Сопротивляйтесь. Сопротивляйтесь. Right here. Вот прямо здесь. Okay? In the middle. Посерединке. Now, when it's circulation sex, Когда задействован этот меридиан, I'll show you what happens. сейчас покажу вам, что получается. Сопротивляйтесь. Сопротивляйтесь. Put fingers here. Сопротивляйтесь. Сопротивляйтесь. Okay. Сопротивляйтесь. Normal. Нормально. Breathe in. Вдох. Сопротивляйтесь. Go. Ничего не осталось. So breathing does what to her? Что с ней делает дыхание? Stresses. Yes. Стрессирует тело. Interesting, huh? Интересно, правда? Вдох. Сопротивляйтесь. In, just down in. Стопой в пол и на меня. Okay. Вдох. Down and in. No, that's out. Не вверх She стопой, а вниз. obviously can't do it because she Видите, она can't. просто не может she can't выполнить control движение. it. Она понимает, что ей говорят, но движение выполнить не может. Yeah. Сразу указывать на слабую мышцу. Okay, I'm going to put it there and she has to hold То it. есть сейчас Джозеф поставит вашу ногу, и вы ее держите в этом положении, не давайте менять Let положение. it go. There. Hold it there. Держите. She can't. Вообще не может. So her brain isn't telling the muscle what to do and she's То есть мозг не может объяснить мышце, что ей надо делать. Вдох. In. Держите. She still can't do it. Все равно не может. Doesn't have any clue. Видите, вообще даже понятия не имеет. So, вдох. So what kind of stress does she have? Какой-то стресс. Adrenal. Hypoadrenal. Гипоадрения. Выдох. A little painful. Немножко больно, верно? Вдох. Hold. Не дышать. Worse. Хуже? Worse. I'm trying to palpate the what? Я что пальпировал? Tip posterior. Заднюю большеперцовую мышцу. Interesting. Why I'm doing this is to show you Я the зачем это делаю? globality Для того, чтобы what показать вам she глобальность is проблемы. trying to resist in her body. То есть Okay? глобальность тех процессов сопротивления, с которыми ей приходится сталкиваться в собственном теле. The point of the restriction, Итак, зона рестрикции. do the same thing as before. Делаем то же самое, что раньше. This time,
on the circulation sex meridian. на меридиане And перикарда. if you forgot where it's at, you can find it by palpation. То есть пальпаторно можно найти зону, если вы забыли, где она была. And you have to push deep. Причем давление должно быть глубоким. This is tolerable. Это переносимо. That's not so good. А тут уже не очень So приятно. it starts there. То есть здесь начинается зона положительной реакции. That's worse. Тут хуже. That's worse. А тут еще хуже. That's not so bad. А тут уже неплохо. That big. То есть вот такая большая область, которая требует внимания. This is what I call now muscle meridian, from Goodhart. Muscle meridian? He talked about a technique he called muscle meridians years ago. Много лет тому назад Гудхарт назвал эту технику мышечным меридианом. Я теперь тоже использую эту терминологию. So in honor of Goodhart, I'm calling it the muscle meridian therapy. То есть в честь Гудхарта я принял его терминологию. I'm a bad man, she's saying in her brain. Сейчас Катя лежит и думает, какой негодник. There we go. Вот и все. So we're going to reduce stress, and we're going to change her breathing pattern so that when she's walking and breathing, То есть she will нам надо not. снизить уровень стресса и наладить дыхание, чтобы при ходьбе все это не приводило ее в худшее состояние, чем то, в котором она может быть. From experience, this lateral restriction is very strong. По опыту могу сказать, что эти латеральные And it's рестрикции probably очень one of the primary сильные. restrictions that's causing the Что, скорее всего, это как раз и есть то первичное ограничение, та рестрикция, которая провоцирует у Кати thoracic cage torsion that we saw. торсию грудной клетки, которую мы уже наблюдали. And I'm having difficulty resolving it. Now there it goes. Вот сейчас стало получше, потому что поначалу даже трудно было избавиться от имевшегося напряжения в зоне And you поражения. have to massage deeply, Причем массаж должен быть not глубокий, не superficially. поверхностный, It is a deep meridian. потому что меридиан залегает глубоко. So if you were an acupuncturist using needles, you would penetrate deep, not То есть если бы вы superficially. ставили иголки, то иголку надо было бы погрузить глубоко. Это не поверхностная точка, и надо дойти до меридиана. And if you're not good at acupuncture, you'd probably go into a vein or a nerve and not be happy. Потому что, а если, так сказать, рефлексолог негодный, то можно и в вену попасть, и в нерв, и куда угодно. Better to massage it. Поэтому лучше массировать, There we go. Better. чтобы не ткнуть куда не надо. Lucha? Катюш, лучше уже? Может нет. Okay. So we give her more. This Ну, is a давайте еще real bad помассируем. restriction. Очень стойкая рестрикция. Better. Okay. Вот Now, теперь точно лучше. now we do the same test. Давайте тот же тест повторим. Вдох. Vibration. Вибрация. Now I'm happy. Вот теперь я доволен. So we've now done Shoga therapy. То есть вот увидели лечение. Finally. Наконец-то. Now what can we do Теперь что делать? Тест. with this one? Что делать-то будем этой штучкой? The left side Левую сторону. for what? Диафрагмальный нерв. Франик. Phrenic. Диафрагмальный нерв. Vdох. No, вдох. Strong. Сильная. So we have her walk. Походите, Катюш. Oh wow, those hips work better. На точку выхода. Man. She's really got that feminine walk now. Смотрите, появилась какая женственная походка. Бедра как заработали. Dunk. Very good. Очень Okay, хорошо. sit. Садитесь. Oh well. Ooh. Does anybody want to feel? Идите. They're more equally tonic. Тонус более одинаковый. So what happened is the left side reduced tonicity, but the right side got more. То есть на самом деле, вот по моим ощущениям, левая сторона немножко утратила тоничность, а правая наоборот приобрела. Ну то есть более равномерный стал тонус. They're more equal. Не абсолютно, но более одинаковый. Выдох. Хорошо. Ротация. Ротация and claw. Very good. Очень So I'm хорошо. happy with that. Now we can do other stuff. Теперь можно перейти ко всему остальному. Can she walk again? Еще раз пройдите, пожалуйста.
I just want to see something Просто хочу кое-что посмотреть. a little bit better. Чуть лучше. Interesting. Интересно. It's starting to change, but it's early, but this hand is starting to turn out. Начинают изменения, конечно, очень рано вообще о чем-то судить. Is walking with this palm, with this Но dorsum forward. Сейчас, то есть потихонечку начинает разворачиваться правая рука. So I'm happy with То есть that. наружу разворачиваться. We'll just test her. Мне уже и этого достаточно, чтобы быть довольным для первого этапа. Мышца сильная. Now we can just wait. Теперь можем просто подождать. The patient at home should be instructed to compress bilaterally the jugular veins. Значит, надо научить пациентку дома делать билатеральную компрессию еремных вен. Elbows down by То the есть локти side. к себе прижать, Катюш, учимся. Fingers horizontal. Пальцы горизонтально. So like this. Вот так сделайте пальчики. Both Локти sides. прижать к себе. Elbows down. Опустить локти. Compress. Жмите. Walk. Походите. Breathe. С дыханием. Глубоко дышите и так ходите. Big walk. Пошире шаг. Long walk. Anyway. И далеко уходите. Перейдите обратно к нам. And compression. Катюш, не теряйте компрессию. And slow breathe. И потихоньку, так медленно, глубоко дышите. Excellent. Компрессия такая, как вам Джозеф делал, да? Okay. And that's what she would do 3 times a week for about a minute. A week. A week. 3 раза в неделю, примерно по минуте так делать. And she's getting better and better. Все лучше и лучше становится. On her back. На спину, пожалуйста, ложитесь. We just check pelvis again. Еще раз проверим таз. See what happens. Посмотрим, что у нас есть. Normal strength, normal. Тут нормальная сила. Damn. Черт. Pandora's box. Ящик Пандоры. But it's good. We're happy. She's changing. Но хорошо, нас даже это должно радовать, потому что происходят перемены. Not my fault. Мышца отказывается, говорит, не моя вина. Not my fault. И здесь вину не признают. Not my И fault. тут нет. Not my fault. Не тут и тут. Whose fault is it? Чья же это вина? Reactive. Possible. Возможно, реактив, да. Let's go central. Давайте центр посмотрим. What has she got? Что у нее? TL positive here. Вот здесь положительная реакция. What? I didn't get. Что кто сказал? We're starting to do normal stuff. То есть мы сейчас переходим к привычному. So I'm believing this is normal. This is a normal treatment we would normally do. То есть я считаю, что это обычное лечение, к которому мы обычно прибегаем. We've all of us, in 2 days, we've come now to an easy treatment. То есть за 2 дня мы проделали то, что подвело нас к простому привычному лечению. What does TL here mean? Вот здесь что означает терапевтическая локализация? We'll do it with the hand. Phrenic? Suboccipitals? It means cervical manipulation. Это означает, что шейный отдел, не лады шейным отделом, может быть, манипуляция нужна. Cervical treatment. Просто нужно лечить шею, больше это ничего не означает. I'm almost positive. Я практически уверен, что надо просто лечить шею. Садитесь, пожалуйста. Swing. So her cranium's better. Her cervicals have to change, То есть especially the first 3. череп улучшен, но теперь надо обратить внимание на первые 3 шейных позвонка. Why the first 3? Почему первые 3? What attaches to the first 3 cervical vertebrae? Дюра. Yes, Потому что там твердомозговая оболочка наиболее доступна. makes sense. Все разумно. And we can evaluate this in different ways. Значит, ну диагностировать здесь уже можно по-разному. Palpatorally, I'm finding restriction, Пальпаторно я чувствую рестрикцию. like in Atlanta. Occipital? No? It could be occipital. C1-2? C012. Ну, то есть фактически затылочная кость, атлант и второй позвонок. How do we evaluate that easily in applied Как kinesiology? прикладной кинезиологии просто можно диагностировать? Is it a subluxation? Сублюксация ли это? Before that, Прежде того, что вы показали. TL, Терапевтической локализации. one finger, Одним пальцем. atlas, Атлант. push, weak, Слабость. finger,
Один палец. Shidova. Второй позвонок. Nothing. Ничего. Occiput. Затылочная кость. Nothing. Atlas. Атлант. Weakness. Слабость. Say C1. Так что нужно лечить С1. Subluxation. Сублюксация. Now we can. Вот Why теперь do we можно. push? Why do we do that? Зачем толкаем? Определить направление. To know the direction of the correction. Perfect. Чтобы узнать направление коррекции. So posterior push on the transverse, posterior arch. На заднюю дугу. Lateral to medial. Латерально-медиально. Anterior to Спереди. posterior. Oh, bоже мой. So the atlas has gone, I push from here То есть я толкнул to posterior and it weakens. Where is the atlas on the в right? этом направлении, где справа It's атлант. lesioned how? Какое поражение? If Anterior. I'm the atlas, right, it's gone this way. То есть вот так атлант ушел вперед справа. And unless you're a very good manipulator, that's a tough one. Но это сложная манипуляция, если только вы So what might you do? не слишком хороши в этом. Что делать тогда? Дыхание с дыханием проверить. Do the breathing. That's a possibility. Можно с Yes. дыханием. What's another possibility? Еще какая возможность? I think Oscar says the idea. Оскар. Interlink. Лигаментозную взаимосвязь использовать. Interlink. What Конечно. is the interlink to the atlas? А к атланту что берем? L5. L5. So we find L5, Находим L5. slightly lateral Чуть латеральнее. on the left. Слева. She holds with her Катюш, left держите hand. магнит. And we challenge. Делаем провокацию. It's already different. Уже по-другому. But we'll challenge. Все равно проверим. Gone. Вот и все. So we don't have to do that Так что treatment. не обязательно We can do it with the делать magnet манипуляцию. on your stomach. На живот, пожалуйста, ложитесь. So reminding yourselves how many techniques we need to fix people like this. То есть каждый раз вспоминайте, сколько техник должно быть в нашем распоряжении, какое разнообразие вариантов, чтобы лечить разных людей. So scoliosis is definitely advanced. Так что весь этот разговор о сколиозе, это, конечно, уже высокий уровень. So we're going to Это, take это уровень усовершенствования в обучении. we're going to take Katya and I'm going to look from the L5 spinous left Теперь от остистого отростка пятого поясничного позвонка чуть влево, with deep palpation глубокой пальпацией. to see if I can elicit pain. Попробуем найти болезненную зону. No pain and discomfort. Нет ни дискомфорта, ни Now боли. we're going to have her place her finger in the hole, Катюш, теперь палец в дырочку магнита. one finger in the hole, and that finger right on the atlas, И вот сюда на атлант магнит. and we're going to look for pain. А мы снова будем искать болевую точку. Okay? No? I can't see her face, so. Катюш, скажите, когда больно будет. So I'm moving slightly. No? So I'm going to Всё, have to нет. look. No? Нет? No? Maybe it's not deep enough, so we look. Может, мне просто пальцами не забраться глубоко? No? No? Все, нет. There. Нашли. Found it. So basically it's closer to C0. То есть фактически близко к затылочной кости. So it's probably the superior articulation between the condyles of the occiput and the atlas. То есть фактически это, скорее всего, даже не атлант был, а атлант-окципитальное сочленение. Because this is closer to the sacrum. Потому что болезненную точку пальпаторно нашли практически возле крестца. Painful? Больно, Кать, да? Yes. Okay. So I usually use my elbow Я обычно локтем. and just watch the face. Следите за лицом. 5 seconds. It's 5 gone. секунд, Катюш, все сейчас пройдет. Okay. Finished. Все. Okay. We're both sweating. She sits. Оба вспотели. Or Катюш, she lays, садитесь. she lays on her back. На спину лучше. She's really thrown us a Mickey. She's kept these in her pocket. Катя, в кармане капли. And we thought the drops were working on their own. There you go. А мы думали, что капли так хорошо работают. That's okay.
push up. Ничего страшного на самом деле в этом нет. Again, push, gone. Now we didn't have her walk, but that's pretty good. Так сказать, мы еще не просили ее ходить, но я уже могу сказать, что достаточно хорошо. Пройдите теперь. I'm doing this to show you just what you're going to get involved in. Я просто вам сейчас все это демонстрирую для того, чтобы вы знали, с чем вам придется иметь дело и что вам придется делать при работе с такими пациентами. Okay. Sit. Садитесь. What do we do? Что делать? Go back to the... Вернуться к исходным тестам. I hate this job, Ненавижу эту работу. but this is normal. Но это нормально. Right side only. Только правая сторона. Now right side. Теперь правая. Left side. Левая. Rotatsi. Does not eliminate. Не убирает. Does not eliminate. Не убирает. It's something else. Значит, есть что-то еще. We can do heart. Держите Other сердце. hand. There. Nothing. Ничего. Breathe in. Вдох. Hold. Держите. Ooh, strong. Усилилось. Breathe out. Выдох. Weak. Слабое. Breathe in. Вдох. Strong. Сильный. What have we got? Это что? Cranial. Now we treat cranial. Теперь лечить череп. Or, Или, because we have patients waiting, we do what? поскольку у нас следующий пациент за дверью уже, что делаем? Let her go. And do what? И делаем что? At home. Даем домашнее задание, отпускаем ее во свояси. She may fix it herself. Потому что она сама, на самом деле, может это краниальное поражение у себя устранить. So we'll just do it. Do it. Делайте. Walk. Шагайте. Big steps. Breathe deep. Широкими шагами, глубоко дышите, локти не растопыривайте. Let's see if she starts to do it on her own. Посмотрим, будет самокоррекция или нет. Those hips compared to Saturday are much По better. сравнению с субботой, бедра, движение бедер просто не под земли. Can you see the difference? Вам видна разница или один я это вижу? It's incredibly more Просто symmetric. удивительно более симметричные, более свободные движения. Very, very good. Очень-очень хорошо. Садитесь. Выдох. She's starting to self-correct by Видите, doing it. начинается самокоррекция. Let her do it at home. Так что пусть лечится дома Why самостоятельно. waste time on something that Зачем you don't тратить do? время на то, что пациент может сделать для себя сам? So I'm really happy. Так что я на самом деле очень доволен. She's made tremendous progress in Потому что 2 days, прогресс удивительный всего лишь за 2 дня. and she's unwinding. То есть она просто буквально пошла раскручиваться из своего закрученного паттерна. Okay? Yay. Все, Finish. закончили. So, we can make some conclusions. То есть, а мы можем делать некоторые выводы. Thoracic cage changes Грудная клетка are меняется. linked to pericardium and diaphragm. Знаешь, берем все в единой цепочке. И перикард, и диафрагму. And these changes, remember we breathe 20,000 times a day. Помните, мы делаем в сутки порядка 20 тысяч дыхательных движений. What are one of the things they tell people who have scoliosis to do? Что еще советуют, что еще говорят пациентам со сколиозом? Exercise. Тренируйтесь, занимайтесь. It's a double-edged sword. Но знаете, это, так сказать, палка о двух концах. It helps to maintain vital capacity, but it stresses them. С одной стороны поддерживается жизненная емкость легких, а с другой стороны тело еще больше So стрессируется. you give and you take away at the same time. То есть вроде как одной рукой даешь, а другой отбираешь. Interesting? Интересно? Okay. Do you understand why we need to diagnose so much now? Вы поняли, почему нужно уметь прежде всего диагностировать? Damn. Without diagnosis, Потому что без диагноза we're running around in circles trying to figure out where to go. можем ходить по кругу и каждый раз думать, а что бы еще такое поделать, а что бы еще поделать. So before lunch, we're going to do jugular compression А теперь займемся еремной компрессией in different positions. в разных положениях. And then we're going to, спасибо. And then we're going to try and therapy localize А потом if we попытаемся, find positive, если найдем положительные реакции, делать терапевтическую локализацию. Слушаю вас, Тимур. and then fix it. И потом лечить.
Танюш, или микрофон, или повтори, не слышно. The canal. Значит, когда использовалась техника работы с каналом, Джозеф использовал поиск по сигнальным точкам. Прежде использовал ински-янские точки на лице, то есть начальной и конечной точки меридианов. Если бы у Кати, Катя заиграли именно эти точки, показали бы себя, какую технику Джозеф применил бы для лечения? If in Kate B and D points of the meridians showed, what technique for treatment would you use? E points, it showed how. So you found The meridian, so along the meridian, using alarm points or No, sedation D&E points. points. I didn't use any alarm point or sedation point. Я ни седативные, ни сигнальные точки не использовал. I just mentioned that. Wait, So именно young points. D&E points. Yin and yang being. Если бы вышли янские каналы, была бы разница в технике или нет? So if different points, young points showed, would your treatment be different? No. Не было бы другим. No. Лечения другим бы не было. The technique is the same, independent of where you find it. На самом деле техника лечебная одна и та же, независимо от того, как вы на проблему вышли. But to tell you honestly, the lung for the pericardium is one of the primary ones. Ну, просто я вам сейчас скажу, что вот для перикарда, как я вышел на перикард, это обычно первичное. Lung 1 superficially ends here, but it goes deep, crosses over around the heart. And that seems to be why it's very often found. Lung 1. То есть первая точка меридиана легкого фактически, как там ток энергии идет вокруг сердца, снизу, сверху вниз, потом возвращается, не знаю. То есть есть глубокая меридианная сеть вокруг сердца. The ones I find more often Чаще всего is lung first, я обнаруживаю первую точку легкого, circulation second, вторую точку перикарда, and then sometimes heart, stomach, иногда желудок, because they pass close by, потому что они проходят рядом. kidney meridian, Меридиан they почки pass close by, тоже рядом a little проходит, bit more немножко латеральнее. Large intestine. Толстую кишку. So if I find large intestine on this side, Значит, если толстая кишка с этой стороны, you have to remember it's the opposite то есть side. надо помнить, что это противоположная сторона. It's the only meridian that crosses over. Единственный меридиан, который дает перекрест. Even though in the West they don't show that. So those are Несмотря what на I то, что не find. всегда это показывают. I've never found bladder. Мочевой пузырь ни разу не That обнаруживал. doesn't mean it can't exist. Но это не значит, что это невозможно. I've never found gallbladder. Желчный пузырь ни разу не обнаруживал. Small intestine. Тонкая кишка, меридиан тонкой кишки тоже. Some of those you don't find. Very rare is triple heater. Очень редко тройной обогреватель. And they seem mostly to be on the arm, the Как upper правило, на arm, руках. and a little bit in this part. Вот на этих Once in a участках. while heart, Иногда сердце. which makes sense. Mostly you will find lung. В основном легкое. Тимур, я не слышу, извините. Правильно ли я понимаю, что он не делает разницы терапевтической локализации точек на лице и на теле? So do I understand you correctly that you do not give much differentiation to TL of the points on the face and on the body? Oh, yeah, it doesn't, you're right. Вы No. правы. Because the one is yang and the other's yin, it doesn't matter. Потому что на самом деле не играет роли ян и неважно. It's just to cover all meridians. Важно просто, так сказать, отследить меридиан. I've only found once the conception vessel or the governing vessel, Однажды только, так сказать, наверное, обнаружил Сиви и Дживи в меридиан. and that was with a colleague that had some special stuff done. So На одном своем коллеге, у которого там особая проблема, about говорить не буду. 80% of the time it's lung, В 80% случаев легкое, and then the rest follow on. а все остальное уже по ходу дела. But don't make it lung if it's not lung. Но если, так сказать, это что-то другое, не заставляйте реакцию быть такой, какой вы ее предположили. What proves it is the therapy localization or the TL Доказательством является ТЛ to the point на and точке the turning on of the pain. и включение боли. If there's no pain, you've made a mistake. Если боли нет, значит, что вы ошиблись. Okay? Слушаю. Есть ли разница при коррекции делать ее, допустим, задержку дыхания или с выдохом, когда боль усиливается, но тоже провоцирует через вдох-выдох?
So do you use breathing, holding breath or breathing while correcting the problem? I hadn't thought to do that, and I haven't done it, but you might try it. Можете попробовать, я как-то об этом не задумывался и не делал этого. I would usually treat without any breathing, Я, честно говоря, обычно провожу лечение, не используя дыхание. and then you might try to provoke it even more by breathing. А потом просто можно подключить дыхание для того, чтобы спровоцировать сильнее. And then if the pain turns on, then I would treat it breathing too. И если боль снова включается, тогда уже лечил бы с дыханием. So that's a good point. Хорошо, что вы спросили. Other questions? Еще есть вопросы? По ходу против хода меридиана тестируют? Я пропустила, извините. По ходу или против хода меридиана? Do you test down the meridian or up the meridian? It doesn't matter. Не играет роли. You can start where you want. It's Можете just начать с чего угодно. touching with Потому as что вы many просто fingers as you прикасаетесь. can. Вы ничего не делаете с самим меридианом, только прикосновение идет извне. This is one of the rare occasions where you'll see me doing the therapy localization with my fingers. Это один из тех редких случаев, когда вы увидите, что я сам своей рукой делаю терапевтическую локализацию. Because we know we can for sure with our own hand do meridians points. Потому что мы точно знаем, что своей рукой можно работать с точками на меридианах. Это мы знаем наверняка. More than that, I would not. А в других случаях я бы не стал к этому прибегать. Слушаю вас. Действительно ли все связки перикарда освобождают? Are you sure that your technique released all the ligaments of the pericardium? Pretty much. Ну, в общем, да, в большей степени. I used to do it the other way, and this is much more effective. На самом деле, то, что я вам сейчас показал, из всего моего арсенала самое эффективное. You could still use your other techniques, Можете использовать прочие техники. and if you choose to use them, И если делаете такой выбор, you will be met with less resistance to the change. ну, то есть, если вам показывается то, что дает возможность достичь эффекта с меньшим сопротивлением изменениям. I've had a friend of mine in America who is a neurologist and a specialist in viscera, У меня друг в Америке, невролог, специалист по висцере. and he feels the viscera. Он очень хорошо висцеру чувствует. And when I've done this technique and he's done it afterwards, he says it's amazing how И it когда я changes. ему показал эту технику, он потом повторно проверил состояние внутренних органов, пришел в изумление, насколько хорошим оказался результат. So I believe him. Так, а я ему верю. А можно ли этой техникой, с помощью его терапии, другие фиксации освободить? Еще раз, простите, можно ли, используя акупунктуру, Используя эту акупунктуру, эту методику, другие фиксации? например, Перикарда другие. would you use same meridian technique to release other fixations in the body, not just pericardium? You mean viscera? Вы имеете в виду висцеральные фиксации? Живот, например. Висцеральные? Viscera. Of course. Конечно. But that's another course. Конечно, но это тема совершенно другого семинара. It's not true. If you use this technique for any viscera that's been in tension, it works extremely Нет, well. конечно, я пошутила, что это тема другого семинара. Ответить на вопрос я могу. Если эту технику применять для работы с внутренними органами, вы действительно будете достигать хороших успехов. And it doesn't mean that you can't go back and do your other Но это не work. значит, что надо отказаться от всего того, что вы уже знаете и умеете. Это ни в коей мере это не означает. You will be amazed how the viscera doesn't resist anymore and you feel a relaxation. Просто эта техника дает возможность достаточно быстро почувствовать, как внутренние органы расслабляются и перестают вам сопротивляться. So what is the power of this technique is not the meridian И therapy, на самом деле сила этой техники, мощь этой техники не в самих меридианах. but the meridian therapy coupled with the therapy localization in the Сочетание меридианной терапии с терапевтической локализацией производит тот эффект, который мы сейчас с вами наблюдаем и обсуждаем. It's like a laser beam showing Знаете, это the как body будто the лазерный direction. луч высвечивает в теле проблему, показывая, на что само тело должно обратить внимание. We have a tool nobody else has. У нас в руках с вами инструмент, которого нет ни у кого больше. And I realized this with Interlink many years ago. А я, так сказать, пришел к этому выводу еще когда разрабатывала эти лигаментозные взаимосвязи много лет тому If you назад. make a therapeutic input into the body, Если you must, if the body must know where to bring it. Если предлагаешь телу какое-то лечение, надо дать возможность телу понять,
как воспользоваться предлагаемым лечением, как его взять и донести до того участка, где оно действительно необходимо. And very often that therapeutic input kind of goes this. А то иначе вы полечили, а тело не знает, как распорядиться тем, что ему дали. Especially when patients have more and more problems. Особенно если у пациентов проблемы множественные. Like with scoliosis. Как, например, при сколиозе. Like that. So the body doesn't know what to do with it. То есть вы телу предложили помощь, а тело не знает, как этой помощью воспользоваться. So the therapy localization is И вот тогда терапевтическая локализация служит очень хорошую службу. a phenomenal tool that Это nobody else has. феноменальный инструмент, которого нет ни у кого больше, кроме нас с вами. Okay. Let's do jugular compression. Еремная компрессия практика. Okay. So everybody does jugular compression, and I want to check you, see you're doing it correctly. Итак, я должен каждого проверить, каждый выполняет еремную компрессию, не вольничать, не делать ничего иного. And then no body movement until we tell you. И никто, так сказать, не переходит ни к чему другому, не пересаживается, не меняется местами, никуда не уходит до тех пор, пока я к каждому не подойду и каждого не проверю. Okay, she's not quite honest. Okay. Вы не там, где надо. Yeah, okay. He has to feel. В первом тесте используйте К27. Сильнее. Okay, whoa, нет. Вот теперь да. Надо вену передавить через мышцу. Надо же Good. No? Надо Не мышцу мышцу сжать, а вену передавить, которая через под мышцу. ней. Хорошо. Вены дойти. А тут же мышца. У меня мышца-то какая? Just one by one. Наверное, не такая маленькая. Господа, если вдруг кто-то пошел мимо вас, попросите его на вас показать еремную компрессию. И тогда вы будете знать, как это надо делать. So if there's pain, Послушайте, there господа. is probably cranial sacral restriction. Если возникает боль при еремной компрессии, скорее всего, есть краниосакральная рестрикция. Нет. Да. Работайте. Да. Компрессия. Хорошо. Да? Хорошо. Давай. Выдох. Good. Here. Нет. Хорошо. Окей. О, Good. ну что? So, okay. Нет у меня деревьев. Okay. Проблема. Странно. Я вчера пришел. Okay. Ouch. So, mastoid. Ramos. Okay. So you feel same. Yes. Okay. Here. Here. Can I do like this? Нет, not here. Передавила правильно. Ну-ка давай, слева должна быть. Там должна быть. Справа нет, слева будет. Вот. Okay. Okay. Bilateralная. Хорошо. Begin. Okay. Elbow down. Выдох. Finish. Just finish short. Нормально. Okay. Хорошо. Okay. Other. Both sides? Unilateral. Better. Okay, left. Хорошо. Хорошо. Okay. Надо, чтобы он показал. Вы продемонстрируете. Пусть он покажет на вашу руку. Да. Вы скажете так, что надо. Сопротивляйтесь. Выдох. Сопротивляйтесь. Выдох. Норма. А ты по руке должна. Так же он давил? Смотри, с какой стороны больше напряжена мышца. Положите справа. Да, справа. Сопротивляйтесь. Выдох. 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 It appears. Похоже, да? Now what? Теперь что будет делать? Проверю, что на крайнем стоит. Выдох. It's not cranial. Oh, it's cranial, but not primary. Реально, Not но... primary. Now, squeeze. That's better. Вот теперь лучше. And it's better here. Okay. Пальцы. Other side. Пальцы.
Okay. Локоть и пальцы. Локоть и пальцы. Не сильная. No squeeze. Watch. Okay. Сопротивляйтесь. Все. It's better feel. Вот здесь с чувством, чтобы делать, чтобы пальцы чувствовали, когда мы начали сдаваться. And without? Не. Вот сейчас я пойду. Вот. Выйдет. Possible. Возможно. Now he has big C2 spinous on transverse. Поперечный отросток С2. So I don't know if I'm getting it. That's a big. That's big transverse. Huh? Очень большой поперечный отросток. So I would move below it. Поэтому я его пониже поставил палец. Сопротивляйтесь. Ядовитый поперечный. That's really funny. Go below. Push and test. Strong. Push on the bone. Yeah, but it's painful. He's challenging the bone. Or just creating pain. It's not that much pain because his face, he's pushing the bone that way. Face before you looked at him. He was making faces. Well, I think for resistance, it's the bone you're challenging, not jugular. Не еремная компрессия, а кость провоцируете, когда высоко Well, if you feel пальцы this side, normal. This, something not right there. That's big bone. Кость такая здоровенная. So something you challenge, but not jugular. Так что это была не еремная компрессия, вы спровоцировали что-то другое. Нормальная, билатеральная. Sir, you check? Нет, ну провокация, когда мы сделали, у нас так нормально было, при провокации у нас возникла. Провокация? We're not on that. But okay. Жулик. Okay, we switch. Так, провокации туда-сюда. Okay, хорошо. Well, the test is really long. Вы очень долго тестируете. So, no, keep pressure. Давление не теряйте. It looks like you're forcing it. Форсируете просто слабость. Use fingers. Пальцами. You're going very long test. Вы очень долго тестируете. I'm not sure. Не уверен. So, сопротивляйтесь. Сопротивляйтесь. Test finish. И все, и тест закончен. No. Okay, finish. Don't keep going. It was strong. Finish. Do other side. Другую сторону сделайте, пожалуйста. No. You can use same muscle. You're pushing too long. Вы очень долго делаете тест. You're not feeling the strength that's there, and then you're pushing too long. Если вы вроде как сил не почувствовали, давай давить. Feel with fingers. Пальчиками чувствуйте. Finish. Все. Okay. Don't go. То есть не надо давила, раз додавила. Мучить. I think okay. Вроде неплохо. Oh well, you have to do other side. Другую сторону. Нет. Локоть свой опустите. Зачем вы There напрыгиваете? you go. Arm up. Hand there. Elbow down. Okay? Better. Вот теперь лучше было. And this side. Эта сторона. She's doing А that. вы ее делали, да? Да. Oh, okay. She's Хорошо.
Now, then she rotated, right? Why did she rotate? Вы зачем его ротировали? Он же находил у него слабость. Because you found weakness, I just Oh, wanted to she find just same. okay. Don't find same. Не надо искать то же самое, что я нашел, а то вдруг я ошибся. Okay, that not jugular. Это вообще не неремная компрессия. This is difficult. Так ее не сделать. Нет. Remember I said don't do this. Я что говорил, так не делать плоско. Okay. Okay, I try again. Дайте я попробую. No step. Без шага. Сопротивляйтесь. Сопротивляйтесь. Вдох. It has nothing to do with step. It's already Никакого there. отношения к шагу не имеет. Сразу есть So реакция. you should find it seated. Сажайте и ищите. I think so. But that's not a good way to do it. No, it's not from behind. Не сзади вам надо стоять, а сбоку. Вам сидеть. Yes. Emotion, yes. You're up. There. Okay, everything step by step. Поэтапно, все пошагово. So this, выдох. Push. Туда, давление. Wait for her. Подождите ее. Okay, compress. Wait. Сопротивляйтесь. Push. Okay, and if you're not sure, вдох. Push harder. Very сильная, okay? So слабая. So now go. Stand. Now what? Теперь что? Что это? Делаем ротацию. Нет. А, да, сзади зачем поставили? So, выдох. Okay, вдох. Okay, strong and up. Сильная. Try again, I'm not sure. Я тут не уверен, попробуйте еще раз. No, вдох, вдох. Ah. So, не это. It is not. It is. Что это не? Что это не? Краниальные нарушения. It's cranial restriction, but not primary Рестрикция, но не cranial. первичная. Да. You can TL Это акустическая локализация. using SCM или Ключичная мышца или это трудно. She can hold. She hold. она сама может держать. It's so what you think it is. So what do you think it is? Что это, по-вашему? I don't know. Да. Честно, я пока не понимаю. Honestly, I don't understand right now. I know. Well, you have a non-cranial То есть у нас не краниальная primary lesion. первичная проблема. Okay, so it's you have a restriction, Наша рестрикция есть. but you don't need to fix Но it череп here. лечить не надо. And you're trying to find out where Мы do I сейчас fix пытаемся it. найти, где лечить, чтобы stop исчезла it. эта краниальная проблема, которая не является So первичной проблемой черепа. she's sitting down. Она сидит, It's probably nothing with the pelvis. с тазом, значит, это вряд ли So it связано. could be cervical, Вполне может быть шея. could be something. Может быть, So это здесь. you can try. Ищите. Пробуйте. So she holds it here, Держи, пусть сама держит, for example. например. And what do you do? Что будете делать? Turn head. Повернули голову. Выдох. Pull. Okay. It's not that. Go other side. Давайте с другой стороны. Now you're searching, Вот теперь right? ищем. Okay. Выдох.
Nothing. Boo. Now where? Теперь поищем. So, У нас были подозрения, что видно well, then when you suspect, what do you do? Что делать, когда есть подозрение? проверяется чем. Vidog? I'm not sure. Не уверен, что это я. Vidog? No. Okay, you can flip if you suspect thyroid. Если подозреваете, да. Vidog? Ooh, maybe better. Vidog? Yes. So in that area, Вот в этой области. and it's north, И магнит севера. which means Giper. Значит, это означает гиперреакцию. But her body would tell me Gipo. А тело говорило гипо, да? So is it thyroid? Щитовидная. We don't know. But at least it's metabolic. По крайней мере, проблема метаболическая. So now you can hold that and do what? Hold my hand. Jugular compression. Muscle. Vida. And they both say yes, right? То и другое говорит да. Oops, sorry. So that's good. Now you'd have to find out who it is. Is it thyroid or is it something else? You have to test muscles, right? Мышца ассоциирована с щитовидной железой. Okay. Круглая. Try something else. Move the magnet. Малая и круглая. Okay. Test. Make sure same. No. Same. 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 Здесь то же самое. All right, good. Oh. So that is what now? It's no. That's north. Okay. So We should change. No? no. Okay. I'm keeping. So Vidok. Push. Okay. Hold. Here. Over thyroid. Vidok. Okay. She's not good patient. Don't think. Why? Because you're thinking. Okay. I changed this to north, south, and it strengthened you, depending on the position. So you can't do that. I'm not Okay. sure about that. I am, because the weakness pattern was not consistent. Паттерн слабости был непостоянным. So Vidok. Vidok. Just hold it up. That's right. Vidok. Okay. So it's north, not only here. So now it's along here. What do you do? Я не знаю. Протестировать лестничную мышцу. So come over here. Или грудино-ключично-сцепленная слева. On the left, Левой области. and the North Pole took it away. So what do you do? Cry. If the North Pole takes it away, you must test the SCM with what? С пальцами. With who? With the what? No. With K27. Because the muscle has to be gatekeeper. Okay. Make sure it's K27.
Test the muscle. Just test it. Now, test it without the K27. Vidok. No, wait and no hurt to do. Okay. Vidok. Сопротивляйтесь, very strong. А зачем Touch. Well, you. Huh? Зачем постоянно делом были? Oh, well, just to breathe, be careful. Test. Be careful how you test. Use fingers. Better finish it. Okay, good. Now, same thing. Before she get torticollis. So breathe out. Use fingers. Finish, not bicep. Fingers. Fingers, fingers. She's strong. Yeah, she's strong. You're trying to kill her. So, what does that tell you? Да, я наблюдаю, она вверх идет, а не по дуге. Well, okay, your test is off. What did you find on the left? Vidok with K27 makes SCM deeper. Vidok without SCM silная. So it confirms what you find with the magnet. North pole of magnet over an organ. So if it's over her thyroid, she should be hyperthyroid. There's no way she's hyperthyroid. She would be thin like this. So that doesn't make sense. Yeah. But she does have lymphatic reaction. Because the TL is here, here, here. So you take north, she hold, she touch K27, SCM, Vidok, test. Very strong finish. Okay. Now take away. One more test. Confirmation. Vidok. Pull up. No, you. Same test. Тише. У нас есть кому делать замечание? I don't know. Can you do better this way? Watch. You have to push up. Попробуйте вот так. Okay. Разум руки. So, Vidok. Push up. Попробуйте вот так, толкать груди вверх. Not. Нет. Up. And then, can you still try? It's okay? Getting tired? Okay. Do again. So, it's very important. Find same reaction. No, you're making it weak. Зачем это делаете? Не нуждаетесь ее ослабить. You can't find it. Finish. Все, хватит. Do you feel difference? Почувствуйте разницу? A little? Okay. So, it's definitely lymph. Это определенная реакция лимфы. Okay. And this creates gipper here, Вот здесь появляется, то есть здесь гиперреакция, gipo а there. здесь гипо. So this gipo, this side restriction, То есть это рестрикция, but caused by причина с lymphatic. этой стороны в лимфатической системе, It's metabolic. метаболической грамоте. And it may affect her thyroid, Она вполне может влиять на состояние but it goes щитовидной down. железы. Но функции щитовидной недостаточно. Does that make sense? Понятно? Does she have thyroid? У нее человек. We're thinking maybe. So we can try. Давайте попробуем. Push out. Elbow in, push out. Vidok. I don't know if this works. Не знаю, получится или нет. Push. Oh yes, weakens. Try. Ослабление попробуйте. Okay, very strong. Wait. Растите, держите ее вверх. Now don't let her cheat. Не давайте ей хитрить. Okay. Vidok.
No, you're pushing. Okay, better, but you're pushing against the biceps. So don't push down and in. Push in. Again. Same thing. If you bring elbow down, you will push in. Okay. Wait. Push. See? Very simple. But when you're standing high, tall girl, and you do this, she resists with biceps. Okay? О чем говоришь, что на выдохе слабее? О чем говоришь, почему на выдохе слабее? Okay. So the whole thing. We have no clue. The out breath showed this to be positive for cranium. But the out breath didn't change this. But the TL with magnet was on left. So you tell it. So the out breath made this SCM what? Deeper. No? So if it made it deeper, that means it's metabolic, right? If she has a thyroid problem, it might be related to immune system. So I just thought I'd try. So here, Terry's minor on the left weakens when she breathes out. Because for her, breathing out opens up the door of this problem. That's all. So I just have to take it. Дайте ей флакончик. So stay breathing in, yes. Miracle drops. Miracle drops. Possible. Possible God drops, yeah, but or something like that. So if she has thyroid problem, it's Hashimoto's. Hypo. Хабитус на гипотереоз тянет. Probably Hashimoto. Hashimoto's? И сама считает немножко. Сейчас. Аутоиммунный тиреоидит. Hashimoto. Yes. Ну, почти, да. Okay, time for lunch. And then we try this again. Some of you might have a concept that I'm here to destroy paradigms. Может быть, у вас в голове сложилась концепция, что я приехал сюда, чтобы порушить все ваши парадигмы. Our favorite paradigms that we have. Наши любимые парадигмы, которые у нас есть и которые мы холим и лелеем. Because I know Russians love paradigms. Я очень хорошо знаю, что русские любят всякие парадигмы. But I'm not. На самом деле это неправда. Если у вас есть такое впечатление, оно неправильное. Just like I said yesterday evening. Как я говорил вчера вечером. Ага, кто вчера вечером с нами не был, тот ничего не знает. Ля-ля-ля. What is my goal Какова моя цель? Besides teaching applied Кроме kinesiology? того, чтобы преподавать прикладную кинезиологию. It's to make sure that what we believed in the past in applied kinesiology is acceptable. Постоянно быть уверенным в том, что все, во что мы прежде верили в прикладной кинезиологии, по-прежнему ценно. And logical И логично. to the outside world. Чтобы это никак не противоречило миру, который вокруг нас и вне нас. So part of the people that are working with applied kinesiology Поэтому now, Hans Garten and others, часть тех, кто работает с прикладной кинезиологией, я уже упоминала имя Ханса Гартена, он не один в этой области. we try not just to bring new stuff, Пытаются не просто привнести в прикладную кинезиологию что-то новое, but look at the past а детальнее с современных позиций изучить то, чем мы пользовались в прошлом. with a newer understanding. Просто подойти к известному уже и имеющемуся в нашем распоряжении с позиции нового понимания. So if paradigms that we thought were true in the past И если те парадигмы, которые нам казались незыблемыми в прошлом, cannot, what do they say? Cannot pass muster, we say. Cannot ну, так pass сказать, the test. не могут пройти отбор, не могут пройти эти тестовые процедуры современного дня. Modern knowledge Если они не выдерживают перед лицом современного знания, and understanding in neurology, etc., нового понимания в неврологии и в других смежных областях знания, then we are responsible значит, на нас с вами лежит ответственность
And it is our responsibility to make these changes. За те изменения, которые должны произойти. And И ответственность действительно на наших с вами плечах. if we don't do it, the world will do it for us. И знаете, если мы этого не сделаем, мир сделает это за нас. And instead of being appreciated, И вместо того, чтобы быть признанными, we will be laughed at. мы будем низвергнуты и оставлены позади. This is why we need to look at things. Вот поэтому надо критически на все смотреть. For example, the reactive muscle pattern. Например, паттерны реактивных мышц. Not many of us are teaching that the reactive muscle pattern Немногие из нас преподают паттерны реактивных мышц. is a spindle cell dysfunction. Мало кто, вернее, преподают, но мало кто говорит, что это веретенная дисфункция. We just call it reactive muscle, Просто привыкли называть реактивные мышцы. and we test one muscle and then an antagonist. Тестируем какую-то мышцу, потом ее антагонист. And if it weakens, we do something. И если происходит ослабление, мы пытаемся что-то с этим сделать. But to understand fundamentally what it is Ну, а important. понять-то на фундаментальном уровне, что это такое, какие процессы лежат в основе этого паттерна, почему не попытаться? Just 5 more minutes on my paradigm. Еще 5 минут плюс к изменяющейся парадигме. How many of you understand from your applied kinesiology why a trigger point and the fascia Кто из вас на основе знаний в прикладной кинезиологии понимал, почему триггерная точка и фасция both weaken a muscle after stretch? ослабляют мышцу после растяжения? Has anybody been told that? Кто-нибудь задумывался об этом, пришел к какому-то выводу или кому-то говорили об этом? Has anybody thought of it? Вы думали об этом? Снятие напряжения. Что снятие напряжения? Почему, вопрос, почему и триггер, и что там еще было? Фасция дают реакцию на растяжение. Ослабление нервной системы. This is the reaction of the nervous system. Well, that's a nice explanation Это, знаете, in такое general, общее красивое объяснение. but why does it happen? Почему это происходит? Механизм какой? They're two different entities, Потому что тут на самом деле две единицы, так сказать. yet they create the same post-stretch weakness. То есть, смотрите, два разных, по сути, явления, которые создают одну и ту же реакцию после растяжения. Doesn't it make sense for us to understand the mechanism Вам better, не кажется разумным захотеть понять, почему так, а не просто принять это на веру? rather than just, okay, this is what То есть happened? вместо того, сказать, ну да, так, значит так, давай я тоже буду так делать, как все делают. So if we understand it, it's much more important, I think. Ведь гораздо важнее любой инструмент становится в твоих руках, если ты понимаешь, что лежит в его основе. Very simply, I did research on this, Я на самом деле этот вопрос исследовала, и все очень просто. and they do both create weakness after stretch. Да, действительно, после растяжения и то, и другое дает реакцию. In a normal muscle, В норм- after you stretch it, what is the result? Какой результат после растяжения нормальной мышцы? Сокращается. Is contract. Greater contractile capacity, yeah. Больше контрактильная способность, верно? That's why athletes want to stretch the muscle Поэтому before. атлеты растягивают мышцы для того, чтобы достичь большей контрактильной активности. So to throw a javelin in the air, it's pre-stretch. Например, для того, чтобы метнуть копье, мышцу сначала предрастянуть надо, а потом использовать ее контрактильную способность для того, чтобы копье метнуть подальше. Makes sense. Абсолютно разумно, верно? If you have the fascia that is shortened, as you Если said, укорочена фасция and the muscle is stretched, и мышца растягивается, the muscle and the fascia don't have the same similarity in stretching capacity. мышцы и фасция обладают разными способностями к растяжению. Эти So, способности у них не одинаковые. If the muscle wants to stretch more, И если мышца хочет растянуться больше, чем может позволить то фасция, but the fascia is going, ow, 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 ow. то есть What does it do? фасция начинает, так сказать, мучительно переживать дополнительное растяжение, что происходит? What happens? Weakens. Weakens the muscle because Мышца ослабевает, naturally, естественно. there's an inhibition. То есть возникает эффект ингибиции. So if the Golgi tendon in a tendon are active, what happens? Если если активен сухожильный орган Гольджи в сухожилии, что When происходит, you test that muscle, когда тестируешь эту мышцу? it weakens. Yeah, it's natural. Происходит ослабление, это естественная реакция. It's a protective Это mechanism. защитный механизм. Now we go to the trigger. Давайте теперь о триггере. Ooh. Is that like the fascia? Он ведет себя так же, как фасция, он похож на фасцию. So why does it weaken after stretch? Почему после растяжения он дает реакцию ослабления? And this is something we need to understand. Нам надо это понимать.
If you find, Смотрите, if you want to play with it, if you find если хотите с этим поиграть, a fascial problem in a muscle, допустим, обнаруживаем фасциальную проблему в мышце, try to use a strong indicator muscle, попробуйте использовать сильный индикатор, some other, любой, let's say it's the bicep of the patient, ну, допустим, бицепс у пациента. and then put that bicep into contraction, Сократите бицепс, relaxes the fascia, фасция расслабляется, no reaction. реакции нет. Ну, то есть бицепс укорачивается, фасция расслабляется, реакции нет. Растянули фасцию NTL, и сделали терапевтическую локализацию. Реакция слабости. because you've activated the signaling from the fascia, Потому что вы активировали and сигналы, now you can посылаемые therapy фасцией. localize, and it weakens. И можно для терапевтической локализации получить реакцию. And it weakens in a large area. Причем ослабление дает достаточно большой участок. But as soon as you contract it, Но it's как gone. только укоротил мышцу, So when you have a trigger никакой point, реакции нет. Если мы имеем дело с триггером, you therapy localize over the trigger point делаем терапевтическую локализацию зоны триггера with stretch, с растяжением, nothing happens. и ничего не происходит. But you contract the muscle, А сокращаешь мышцу, and it weakens. происходит ослабление. So you ask yourself, Ты себя спрашиваешь, what does this mean? что это значит? It means that the fascia does not like the stretch, Это значит, что фасция не принимает растяжение. and the trigger point does not like the increased contractile strength following the stretch. А триггер не принимает усиление контрактильного состояния, следующее за растяжением. And now it begins to make sense why both of them И вот тогда начинает складываться все в единую разумную картинку. Почему и в том, и в другом случае мы получаем реакцию following ослабления. stretch. One is weak during the То creates есть одна weakness during the слабость stretch, связана с моментом растяжения непосредственно, and the other creates the а вторая weakness слабость due to the response of the stretch. связана с реакцией на растяжение, то есть усилением контрактильной активности в зоне триггера. Понятно объяснил? A Миша? little bit? Okay, so these things are some of the paradigms from the past that nobody Так что, has tried to понимаете, дело-то understand. не в том, чтобы порушить то, что было, или то, что мы знали, а просто дело в том, что надо задумываться о справедливости того, к чему мы привыкли. So that's why I talked about the gait. Вот поэтому я привел в пример паттерн And ходьбы. that's why I talk about fascia, Вернее, вы reactive задали muscles, этот разговор. things like that. So it's Я решил, important. что будет справедливо, если я вам расскажу вот о разнице реакции фасции, то есть о разных механизмах фасции и триггера в реакции слабостью на растяжение. In reality, we can just change our method of teaching the gait. На самом деле, ведь можно просто изменить способ преподавания того, что мы говорим о ходьбе. If I'm in this Вот, position, допустим, если я стою в этом положении, like you were, как вы стояли, лучше выйдите, пожалуйста. Миша во so всем we do the виноват. same thing. Okay? Instead of teaching that this should weaken, То есть вместо того, чтобы because we говорить, have что вот conscious override, то есть вместо того, чтобы не принимать во внимание ну, как говорится, влияние сознания и говорить, что вот это должно ослабнуть. it's strong. Strong. If we find weakness, Если обнаруживаем слабость, that should be an indication of abnormality. это само по себе уже должно указывать на наличие каких-то нарушений. Because the conscious override should allow us to not find. То есть, по сути, включение Go to the other side. контроля со стороны сознания должно создать ситуацию, когда мы слабости не обнаруживаем. А если мы обнаруживаем эту слабость, это как раз свидетельство чего-то In аномального. gait, this should be strong, То есть в шаге вот это должна быть сильной, да? Она и сильная. and it should be strong even though inhibited. И это должна быть сильной, несмотря на ингибицию на уровне бессознательного паттерна. This is now abnormal, not А вот normal. она теперь аномально слабая, эта мышца. So the inhibition is stronger than it should be. То есть ингибиция сильнее, чем должна быть в присутствии произвольного контроля. And we know this inhibition is what? Мы знаем, что Caused by эта what? ингибиция вызвана чем? Remember what we found? Помните, что мы обнаружили? Twisting of the pelvis. Yes. But the twisting of the pelvis was caused А скручивание not таза itself. What was it? само по себе было. Think. It's
pericardium. вызвано состоянием перикарда. Same step. Встаньте также, пожалуйста. So in the past, when we considered this normal, То есть в прошлом мы считали эту слабость нормальной. we were happy. И были абсолютно довольны, что у него все хорошо, так, как должно быть. But conscious override, remember, is Но important. надо помнить, что влияние сознания очень важно. Now it's normal. А вот теперь нормальная Does that мышца. make sense? Понятно объясняю? Okay? Because when we consciously decide to recontract, we should have that То capacity. есть, когда мы принимаем осознанное решение сократить какую-то мышцу, мы должны как раз увидеть такую реакцию. If you talk to Hans Garten, Если вы поговорите с Хансом Гартеном, who was writing a neurology book in applied kinesiology, который писал книгу по неврологии в прикладной he кинезиологии, is probably one of the best experts we have. и он, пожалуй, лучший из всех экспертов, кто есть в нашем распоряжении. So remember what Goodhart talked about, crossed extensor. Помните, что Готхард говорил о перекрестном разгибательном рефлексе, то, что мы преподаем в So кинезиологии? we stimulate, Стимулируем test здесь the opposite и тестируем extensor, противоположный разгибатель. right? Помните? Normal crossed extensor reflex. То есть нормальный перекрестный экстензор рефлекс. It's not there. Но нету его, Now it should be. а должен быть. But new knowledge in functional neurology Но says современное знание функциональной неврологии гласит, the crossed extensor effect is milliseconds этот перекрестный экстензорный рефлекс по своей продолжительности on a normal person. происходит у нормального человека в миллисекунды. By the time you get this, Ко времени, пока вы дошли от колена до руки, все, реакция пропала, ее нет просто уже, вам нечего тестировать. we didn't know this in the past. Мы раньше этого не знали, мы не знали про такую короткую длительность But we рефлекса. forced it to happen. Но мы форсировали этот рефлекс, потому что знали, что он должен быть, и очень хотели, чтобы его можно было увидеть So наглядно. Hans Garten is very severe with this. And Ханс he's right. Гартен, как строг в этих вопросах. So we must understand this in the limits of the muscle То testing. есть нам that тоже we надо have. понимать границы той прелести, которая дана нам в руки в виде мышечного тестирования. If I was testing Alexei, Тестировал бы я Алексея, мальчика after he вчерашнего. begins to get better, and То есть, когда I он- can test his muscles. Когда ему станет получше, когда уже можно будет тестировать его мышцы. If I do this, Если бы я сделал так, and he's weak, и была бы слабость, that means it remains longer than milliseconds. это значит, что рефлекс сохраняется длительное время, чем те миллисекунды, которые он должен присутствовать в That норме. should be considered abnormal. И вот это нужно было бы счесть аномальным. Which is a good test for us to use. We can Чудесный use these тест, его, things. конечно, можно использовать, только понимая, что он значит. If the paradigm needs to be changed, we should do that И если парадигма должна претерпеть изменения, мы не должны этому сопротивляться. until we arrive at the truth. До тех пор, пока, так сказать, не дойдем до какой-то истины. Questions on the jugular compression before we move on? Ну а теперь вопросы по приемной компрессии, продолжаем занятие. Nothing? Нет вопросов? Хорошо. We're going to do several things Теперь еще несколько моментов with the low hertz vibration. с низкочастотной вибрацией. And this is where we're going to practice using visceral treatment with the muscle meridian Да вот тут подключается висцеральное лечение с меридианами and the evaluation principles. и принципы оценки, то есть принципы Using low диагностики hertz, с okay. использованием низкочастотной вибрации. Most of the time, По большей части времени, то есть в большинстве случаев, the low hertz is not related to the opposite side extensor, низкочастотная вибрация не связана с состоянием противоположного разгибателя, but it is with the costal diaphragm. а имеет больше отношения к реберной части диафрагмы. So it might relate to the vibration of the diaphragm irritating or sensitizing the phrenic nerve, and that's where we pick it up. Просто, так сказать, способность выявления реакции может быть связана с тем, что низкочастотная вибрация, сотрясая диафрагму, вызывает раздражение диафрагмального нерва. So the vibration that is of the low hertz variety Значит, низкочастотная вибрация. normally and if possible, Обычно, и если возможно, you want to test the muscle that is related to the organ you're используется vibrating. для тестирования мышцы, которые связаны с тем органом, о котором идет речь. Alternatively, Альтернативно,
You may also try to confirm this test Можно попытаться получить подтверждение этого теста, by using the extensor on the same side используя одноименный that you're разгибатель. stimulating. То есть экстенсор на стороне стимула. And the reason for this Почему так? is that very often the Потому что vagus nerve will reflect the sensory input очень into часто the organ, так сказать, чувствительная входящая информация отражается состоянием вагуса. but not always. Но не всегда так So бывает. that's why it's good to do both. Вот поэтому есть смысл прибегнуть и к одному, и к другому. Vibration of the low hertz variety Вибрация низкочастотного порядка will not show all organ viscera problems, не всю висцеру, то есть проблемы не любого органа может выявить. but it does show a significant amount. Но в значительной степени на нее можно полагаться. Okay, so don't think that it will show everything. Ну, то есть не думайте, что низкочастотной вибрацией можно выявить абсолютно все, любую проблему висцеральную. But when it does show something, you have a very good Но marker. когда проблемы выявляются при использовании низкочастотной вибрации, вы можете с уверенностью говорить о том, что вышли на правильный An путь. applied kinesiology marker that you can Это очень start to хороший test. маркер в прикладной кинезиологии, который можно использовать. So many of you on Saturday had what looked like diaphragmatic У многих из вас asymmetry. в субботу было то, что можно было бы на данный момент назвать диафрагмальной асимметрией. So there's a good probability that many of you will also have the pericardial reflex. Так что, скорее всего, у многих будет и перикардиальная реакция. And secondarily also the costal Ну и diaphragm. вторично реакция реберной части диафрагмы. Now, if you had asymmetry of excursion, Если была асимметрия экскурсии грудной клетки, латеральной especially with экскурсии, the compression, особенно подтвержденные компрессией по центру, then there is a good likelihood that you will find on the side of reduced скорее activity, всего, выявите положительную реакцию на стороне недостаточного движения. although yesterday I believe somebody over here had an increased movement. Хотя вчера мы тут на одной кушетке обнаружили, что латеральная экскурсия была меньше с одной стороны и больше с другой. I think it was a Но положительную реакцию обнаружили на той стороне, которая продолжала Okay, движение, it когда wasn't- движение должно было быть уже закончено. It was a girl. Okay, I remember it was a girl. So sometimes the side of increased movement Так что иногда даже сторона более длительного латерального движения может оказаться положительной. So for time constraints, go There's ahead. a question. Where? Вопрос ваш, пожалуйста. Разница реакции при провокации плотного и полого органа будет? Any difference when you challenge the dense and hollow organ With this? with a low frequency? Not really, no. Нет, на самом деле. То есть Неважно, какой орган, полый или парадхематозный, реакция будет одинаковая. As far as I've known, but Насколько мне известно I've done на данный момент. I've done kidney, I've done liver, liver, intestines, so that's hollow, То есть, ну, bladder. вот я смотрел мочевой пузырь, тонкую кишку, вот там полые органы, я смотрел почку, печень. It's a very effective technique for evaluating women postpartum. Очень полезная техника для тестирования женщин в послеродовый период. то есть на тазовое дно, да? So for the pelvic floor. Well, no, not so much for the pelvic floor, but to see if the uterus is returning. Нет, даже для того, чтобы протестировать, насколько матка сократилась. Yeah. Сумела ли она вернуться в исходное состояние после родов. Pelvic floor is a little different. С тазом дно немножко иначе все. You can use the vibration. Можно использовать вибрацию, верно. So if vibration shows pelvic floor positive, То есть, если эта вибрация показывает положительную реакцию на тазовое дно, what kind of problem do you have? какая это проблема, по-вашему? Это получается нервы? Nerve. Nerves. Yes. Конечно. So if it doesn't, А если нет этой реакции, but contraction, and it weakens the adductor, но приводящая мышца слабеет на сокращение тазового дна, that could be just local muscle. это может быть локальная мышечная реакция, So we need to look at it in different ways. проблема. Поэтому нужно просто с разных точек зрения проводить оценку. Okay. Договорились? So it works very well for Так что- testing people who have bladder dysfunction. Очень хороша эта низкочастотная вибрация для тестирования проблем мочевого пузыря. Quite
quite interesting. Очень интересно. Because testing the bladder using the Потому что tibialis muscles is a pain. тестирование мочевого пузыря с использованием большеберцовых мышц не очень легкая задача. They don't reflect very well the bladder at Тем более, что all. мышцы не очень хорошо, если вообще отражают состояние мочевого пузыря. So we need to rethink that one. Поэтому мне кажется, что этот момент в нашей работе тоже надо пересмотреть. Remember, Goodhart related these muscles to the meridians. Помните, Гудхард связывал эти мышцы через меридианы, And then from the meridians that were related to the а organs, потом he уже made через the- меридиан выходил на орган. То есть сначала мышца, потом меридиан, потом орган, а не прямая связь мышцы и органа. so he made the assumption. Поэтому многое, конечно, основывалось на предположениях. But Goodhart was one of these people that examined something, Но он был одним из тех, кто обследовал человека, and when he was satisfied, he went away. и когда был доволен, просто поворачивался и уходил. He was just too interested in other things. То есть ему было интересно уже что-то другое. То есть он увидел что-то интересное, порадовался этому и пошел дальше, и этим уже не заморачивался. That's why he left it for us to figure out. То есть он все это просто оставил нам для исследования, для изучения, а не просто для принятия на слепую веру. His brain was one of those that didn't want to fiddle around with То есть stuff. у него He мозг thought был he так understood. устроен, что увидев однажды что-то интересное, он совершенно не собирался в этом копаться. То есть у него быстро загорался интерес, и точно так же этот интерес к увиденному пропадал. И он шел искать что-то новое. Yeah, he's left us with a legacy that we don't really understand all the way. То есть он нам оставил многое такого, что мы на самом деле до сих пор даже не понимаем. So everybody ready? Все готовы? So we're going to vibrate. Так что будем сейчас все вибрировать. So we're going to do it first with the costal Значит, сначала реберная часть диафрагмы and the pericardium. и перикард. Now the pericardium can be positive just on normal breathing. Значит, перикард может дать положительную реакцию даже при свободном диафрагмальном дыхании. So we can conclude that would be a severe restriction. И тогда можно сделать предположение о том, что рестрикция очень серьезная. Very possible the patient could be in states of tachycardia, То bradycardia есть вполне without. возможно, это те пациенты, у которых выражена тахикардия, брадикардия, то есть когда уже есть явные признаки поражения. Mostly we have the same reaction that we saw in Katie. В большей части случаев мы наблюдаем такие реакции, которые мы наблюдали у Кати, у Михаила And Michael, when on inspiration, на вдохе. because that pulls on it. Потому что в напряжении диафрагмы передает это же напряжение на перикард, и тогда перикард реагирует на тест. So remember what we said: ligaments, Помните, что мы capsules, говорили? Капсулы, связки, fascia фасция are stimulated by what? стимулируются чем? Stretch. Растяжение. Yes, stretch. Okay. So that stimulates them. То есть это их стимулирует. So we want to stimulate it. Так что And и see what нам, happens. если мы используем стимуляцию, а потом смотрим, что же происходит. If you have weakness of a subscapular muscle on inspiration Если на вдохе получаете слабость подлопаточной мышцы, without vibration, без вибрации, that also is an indication of Это a more severe. тоже показатель достаточно серьезного поражения. Does that make sense? Понятно это? Да, нет. It makes sense. We're testing the subscapular Давайте еще muscle, раз повторим. Мы тестируем подлопаточную мышцу. and if it's strong, Она сильная. we're going to try and put pericardial stress. Пытаемся создать перикардиальный стресс, то есть нагрузку на перикард. Breathe in. Вдох. No weakness. Мышца не ослабла. That's within tolerable limits. То есть это значит, что нагрузка, предлагаемая перикарду, находится в пределах переносимости. But breathe in with vibration. А добавили вибрацию ко вдоху, Now it weaknesses. и появилась слабость. That's because we've done two things. Это значит, что мы перегрузили перикард. Pulled on it То есть мы его подтянули, and vibrated и it. при этом еще добавили вибрацию. So that is a pericardial tension, but not of grave consequence. То есть это действительно перикардиальное перенапряжение без особых последствий. What would be a worse pericardial torsion or tension? Что может быть в худшем случае? If you В breathe худшем по in, сравнению с этим случаем. if you breathe in Делаем вдох, and it weakens without vibration, и сразу ослабление без вибрации. that means the situation is worse Это than, значит, что ситуация более тяжелая, чем при появлении слабости с добавлением вибрации. because you only need a single challenge. То есть если ослабление происходит на единичную провокацию, значит ситуация более серьезная. Does that make sense? Понятнее так? Or Или if you
don't have breathing in, без вдоха and it weakens. With появляется normal реакция на respiratory, вибрацию. that's the same indicator that you have a greater possibility. Это тоже значит, что вероятность серьезной торсии перикарда весьма высока. Now the protocol. Протокол. Before you test, прежде чем приступить к тесту перикарда, you must test the costal diaphragm. обязательно протестировать состояние реберной части диафрагмы. If you do not fix the costal diaphragm, если не поправить состояние реберной части диафрагмы, you will not be able to fix the pericardium. Вылечить перикард невозможно. So that's our first step. Так что это наш первый этап. So who was positive with the compression and the... У кого на компрессию в первый день в латеральной экскурсии компрессия, у кого была положительная реакция? Okay. Выходите, пожалуйста. We'll try. Попробуем. So positive on what? Положительная на compression. On the, and we saw just... И была асимметрия, да? Well, we see this already on Смотрите, him. сразу видно, даже не надо дышать. This is bigger. Видите, левая сторона больше, This is less. правая меньше. So, Because he's eating. you're right. Это сколько вы We съели? all have excuses for our body. Да, да, знаете, мы все ищем отговорки. This is my fat. Too much lunch. Видите, сколько жира, пообедал плотно. I don't think so. Я не думаю, что это из-за обеда. It's because this is not much, but you can, if you're close, you can see the flattening here. Видите, здесь даже воплощение. Может, вам не видно, но я стою близко, мне хорошо видно. Probably means he uses this one more. Мне кажется, что это вполне возможно говорит о том, что он левую сторону больше использует. It's just my theory, I don't Но know. это, так сказать, мое теоретическое предположение, пока не We знаю. observe, То есть мы осмотрели. Goodhart said, raise up the flag Гудхард говорил, поднимайте флаг and see who salutes. и смотрите, кто салютует. So now we're observing and we're going to raise up the flag. Okay? Вот теперь будем посмотреть, теперь будем флаг поднимать.